Всем привет! С вами Катерина. В этом видео я покажу, как сшить вот такого вот интерьерного медведя в цветочек. Вырезаем выкройку и переносим ее на ткань. Ссылку на выкройку я оставлю в описании. Сразу прошьем все части, которые можно прошить на данном этапе. Пурпурной линией отмечены линии шва, которые нужно прострочить. Прошиваем на машинке или швом назад иголка, не забывая оставлять места для выворачивания. Вырезаем все детали с отступом примерно 5 мм. Внутреннюю часть ушек нужно вырезать с отступом чуть поменьше, примерно в 3 мм. Ткань для этого мишки я использую, я даже не знаю, как она называется, похоже на такой плотный трикотаж, тянется во все стороны. Стопы выкраиваем с припуском на шов 5 мм. Теперь я сшиваю выточки на туловище. Сначала делаю наметочный шов, а потом прошиваю швом назад иголка. Выточки можно также прошить на машинке. После того, как мы сшили выточки, выворачиваем детали. Также выворачиваем детали ручек. Теперь пришьем стопы к ножкам. Отметим на стопе линию середины, чтобы совместить со швами ног. Закалываем булавочкой верхнюю часть. Начиная с пятки, делаем наметочный шов, слегка припосаживая ткань в цветочек. Старайтесь равномерно припосаживать ткань по всему диаметру стопы. Затем сшиваем швом назад иголка. Делаем отсечки по всему диаметру стопы. Убираем наметочный шов и выворачиваем детали ножек. Сшиваем детали ушек, также припосаживая верхнюю часть. Убираем наметочный шов. Делаем надсечки по закругленным частям ушек. Выворачиваем ушки. Начинаем сшивать голову. Берем среднюю часть и сшиваем выточки швом назад иголка.
Теперь сшиваем выточки на голове. Для удобства я также перевожу выкройку на оборотную часть. Таким же швом сшиваем все выточки на голове. Теперь среднюю часть нужно вклинить в голову. Отмечаем середину. Очень важно, чтобы середина совпадала с линией шва на голове. Если она будет в бок, то и носик у медведя уедет в сторону. Начинаем соединять детали с носика, сильно припосаживая среднюю деталь. Уголки деталей у нас должны совпасть. Совмещаем выточки. И совмещаем заднюю часть головы с серединой. Продолжаем сшивать наметочным швом, равномерно припосаживая деталь. Чтобы затылок у медведя был округлым, после точки с выточками максимально припосадите деталь головы. Закрепляем нить. Таким же образом сметываем вторую часть головы, только у основания шеи нам нужно оставить примерно 1,5–2 см для выворачивания головы. Теперь сшиваем детали швом назад иголка.
аккуратными мелкими стежками. Особое внимание уделите носику. Очень важно, чтобы он был красивым. Убираем наметочные швы. Делаем насечки на носике. Выворачиваем голову. Наполняем голову синтепухом. Стараемся набивать аккуратно, плотно, чтобы голова сразу была круглой формы. Отверстие для набивки сшиваем потайным швом аккуратными мелкими стежками. Наполняем все детали и зашиваем отверстие для набивки. В следующем видео мы полностью соберем медведя.